Азы унгар унге, унгазы рунга. Веришь ли ты в Бога, мой дорогой зритель, или нет? Я не про то, что ты ходишь в церковь или свечки ставишь где-то там. Я про тот момент в твоей жизни, когда задница, ну вот прям совсем, подгорает. Когда прижало так, что дышать прям нечем. Когда врачи разводят руками, когда денег в карманах ноль, или когда тебя бросила любимая, или предал лучший друг. И в этот момент абсолютно все, слышишь? Абсолютно все, даже те, кто всю свою жизнь кричал «Бога не существует», поднимают глаза вверх и шепчут: «Господи, за что мне все это? Господи, помоги!» И это никакая не теория. Это факт, который проверен на миллиардах людей. Атеистов, брат мой, в окопах или когда полная задница в жизни не бывает. Бывших верующих тоже не бывает. Бывают только те, которые пока не попали в какой-то переплет. В общем, как-то обходит их темнота стороной. Везет, в общем. И вот мой первый вопрос к тебе. Лично к тебе, о мой дорогой зритель. Не ко всем вот этим умным дядям, которые нам что-то там вещают с голубых экранов, а лично к тебе. Кстати, напиши свой ответ в комментариях прямо сейчас. Был ли у тебя в жизни когда-либо момент, когда ты кричал: «Господи, за что? Господи, помоги!» А теперь чистая статистика, без каких-либо эмоций. Знаете, дорогие мои, сколько на планете Земля верующих? И неважно в кого. В Иисуса Христа, в Аллаха, в Будду, в Кришну, в высший разум, в лесных духов или просто во что-то необъяснимое. Просто людей, которые признают, что есть что-то выше них самих, что-то выше всех нас вместе взятых. 85%. 85% населения Земли верят в Бога. А это так-то, на минуточку, 7 миллиардов человек. А неверующих всего каких-то 15%. Причем среди этих 15% тоже во что-то там верят, в какие-то высшие силы. То есть на всей планете Земля верующих дофига и больше. И тут возникает очень интересный вопрос ко всем верующим, которые наверняка прямо сейчас смотрят это видео. Если ты веришь в Бога, то по каким законам ты живешь? По тем, что писали в священных текстах, в книгах, в религиях? Или по тем, что напечатали вчера в Госдуме? Серьезно, большинство людей верят в Бога. То, во что верят практически все. И вот вопрос: во что вы верите больше? Это прям интересно. В законы Бога? Не убий, не укради, не лги, не возжелай из жены ближнего своего. Или в светские законы. В законы, которые придумывают какие-то там дяди в пиджаках. Ведь на самом деле это очень интересный вопрос. Когда смотришь на все то, что происходит в мире, и на то, что творят дяди в костюмах.
которые сидят там, где-то наверху. Так во что вы верите больше? В то, что написано во всех религиях мира и, к слову, до сих пор работает? Или в то, что напечатали вчера, а завтра перепечатают? Давайте-ка разберем простую штуку. Есть иерархия. Наверху Бог. Дальше его законы. А дальше совесть. Совесть человеческая. Еще дальше заповеди предков. Нормы этики, нормы морали. А потом семья, потому что семья – это святое. Потом народ, государство и наемные менеджеры, что призваны управлять народным хозяйством, обеспечивать нашу с вами безопасность в обществе и принимать светские законы, которые, кстати, должны улучшать жизнь человека в обществе. Конституции, права человека и все такое. И, по-моему, лично я все понимаю правильно. И все люди на планете Земля тоже все понимают правильно. Но у меня есть вопрос. Кто выше? Бог или наемный менеджер под названием президент? Бог или патриарх? Бог или депутаты, сенаторы, парламент? Чьи законы выше? Законы Бога или светские законы? И если ты действительно верующий, то, по-моему, ответ очевиден. Бог выше всех. Всегда, везде, при любых обстоятельствах и при любых раскладах. И тогда лично у меня возникает следующий вопрос. А если наемный менеджер под названием президент подписывает закон, который противоречит законам Бога, тогда чей закон выше? Закон Бога или закон тех дядей в костюмах, которые его придумали? Если президент развязывает войну, а Бог при этом говорит «не убий», то кого слушать? Кого слушать? Совесть? Бога? Или наемного менеджера, который сегодня здесь, а завтра там? И если парламент принимает законы, которые противоречат законам Бога, то тогда кто прав? Бог или парламент? А теперь давайте-ка самое смешное, но так-то, на минуточку. 7 миллиардов верующих точно знают ответ, так же, как и я. Но молчат, терпят и чего-то там ждут. Платят налоги, идут на войну, на убийство других людей, а все остальные смотрят. И никто не задает самый главный вопрос. Люди, верующие люди, так кому вы служите и подчиняетесь? Скажите мне, напишите мне в комментариях, Богу или Мамоне? Вот смотрите, есть добро, а есть зло. И два этих понятия понимают абсолютно все, даже атеисты.
Даже преступники, воры и бандиты, даже те, кто сидит где-то там, в высоких кабинетах. И так-то на минуточку. Я что-то не знаю в современном мире неверующих президентов, неверующих сенаторов и неверующих депутатов, потому что все они время от времени снимают нам видосики, где они стоят в церкви со свечками. И вот вопрос. Когда человек принимает закон, который ухудшает жизнь человека, это зло или добро? Когда человек развязывает войну и убивает миллионы людей, это зло или это добро? Когда человек что-то там обещает годами, лжет и обманывает миллионы людей, это зло или это добро? Когда человек развращает детей, пропагандирует насилие, а потом, если кто-то что-то говорит в ответ, сажает их в тюрьму, это зло или добро? Вопрос. Очень интересный вопрос. Если человек сознательно идет против добра, против совести, против заповедей, против законов Бога, то тогда кто он такой? И не важно, что он при этом говорит. Ходит ли он в церковь, ставит ли он свечки, абсолютно не важно. Если кто-то идет против Бога, то тогда кто он? Вот смотрите. Настоящий человек, человек звучит гордо, разумный человек, не может унижать, гнобить и убивать других людей. Этот человек не может принимать античеловечные решения, потому что у настоящего человека есть совесть. У настоящего человека есть страх. У настоящего человека есть хоть что-то, что его всегда остановит перед уничтожением и убийством миллионов людей. Всегда. А если он все-таки может это делать и принимать такие решения, и если внутри него нет никакой совести, если у него отсутствует абсолютный страх, то это кто? Это не человек. В древности таких называли бесами, демонами, падшими, неприкасаемыми. А сейчас их называют политики. Олигархи и мировая элита. Но суть одна. Потому что на протяжении последних тысячелетий ничего не изменилось. И вот главный вопрос. Лично от меня ко всем верующим. Кстати, опять же напишите в комментариях. Если ты веришь в Бога, то как ты смотришь на тех, кто идет против Бога? Как ты смотришь на тех, кто идет против веры, веры всего человечества? И что ты, кстати, делаешь? Молчишь? Терпишь? И чего ты ждешь? Может быть, ты молишься за них? Или считаешь, что так и должно быть? А теперь самое интересное. Что законы Бога говорят о тех, кто идет против Него? В Ветхом Завете очень все четко написано и максимально просто. Око за око, зуб за зуб. Убил? Убей. Развратил? Забейте его камнями.
предал, оболгал — смерть. То есть во всех религиях все одно и то же. За зло нужно отвечать. И если ты творишь беззаконие, если ты нарушаешь Божьи заповеди, если ты идешь против света, против Бога, то ты должен ответить. Вопрос только, когда и как? Но вот что интересно. Почему-то верующие, которых так-то на минуточку 7 миллиардов людей, 7 миллиардов, мой Карл, почему-то чего-то ждут и чего-то боятся. Смотрят, как кто-то творит какой-то там беспредел, молчат и не задают вопросы. А тем временем какие-то бесы, потому что по-другому их назвать никак нельзя, пишут новые законы, которые ухудшают жизнь человека. Развязывают войны, грабят население стран и превращают людей в рабов. И скоро они загонят всех в концлагерь. Они принимают какие-то там решения. Интересно, какие? По Божьим законам. И, кстати, можешь опять начать писать, прям в комментариях. Ты лично кто такой? Раб или свободный человек? Мне просто интересно, сколько здесь свободных людей, которые хоть что-то соображают в той жизни и мире, в котором они живут. Итак, давайте-ка еще раз по пунктам. Для самых, так сказать, разумных и умных, которые время от времени что-то мне здесь пишут. Пункт первый. 85% людей на планете верят в Бога. И это факт, перед лицом которого мы стоим. Пункт второй. Законы Бога выше любых светских законов, потому что выше Бога нету никого. Потому что законы Бога, они вечные, а законы светские, они временные. И их почему-то все время переписывают, а законы Бога переписать нельзя. Пункт третий. Те, кто принимает законы, законы против Бога и идут против Бога, а значит, они не просто люди, а проводники тьмы. Что с ними делать? И кто они такие? Пункт четвертый. Законы Бога говорят, что рано или поздно за все за это будет ответ. Обязательно. Это всего лишь вопрос времени. И у меня есть еще вопрос. Очень интересный и, наверное, самый главный вопрос, который я хочу задать самому себе и лично тебе, о мой дорогой зритель. Во что лично веришь ты на самом деле? В то, что можно убивать миллионы людей? Даже под какими-то там благими намерениями. Но это просто пустой звук, слова. И не отвечать за это. В то, что можно врать, обещать, лгать годами. И что это все просто так пронесет, пройдет мимо. Может быть, ты веришь в то, что можно грабить и остаться безнаказанным? Или ты веришь, что Бог, высший суд, существует? Что рано или поздно каждому воздастся по делам его?
Потому что именно от этого зависит все. Все дальнейшее существование человечества. И тебя лично. В народе, кстати, говорят, что сейчас где-то среди людей находится кто-то, кто наблюдает, смотрит и принимает решения. Будет ли человечество существовать дальше, как цивилизация, или пришло время всех обнулить? Помните, с чего мы начали сегодняшний монолог? С момента, когда задница уже наступила, и ты такой кричишь: «Господи! За что? Доколе? Господи, помоги!» Так вот, когда этот момент наступит, а он обязательно наступит для всех и у каждого, даже у президентов, даже у олигархов, даже у тех, кто сейчас вершит правосудие, для всех. И в этот момент будет абсолютно неважно, сколько у тебя денег, не будет важно, какой у тебя социальный статус, какое у тебя положение в обществе. Не будет важно, сколько законов ты подписал и поставил свечек в церкви. А будет важно только одно: как ты жил. По совести или по бумажке? По правде или по лжи? С кем ты, мой дорогой зритель? С Богом? Или ты против? Напиши в комментариях, с кем ты, мой дорогой друг? Кому ты подчиняешься? Кому ты служишь? И кому ты веришь больше? Богу или мамоне? Азы унгарунге, унгазы рунга.